Добрый день, дорогие пекари! Сейчас весна, много свежей зелени появляется и хочется какой-то новой интересной выпечки с использованием этой зелени. Сегодня сделаем пышки с чесночными листьями, это чесночная зелень, на кефире. Если у вас есть кислое молоко, оно тоже подойдет, у меня как раз этот случай. Давайте начинать. Берем 200 граммов кислого молока или кефира, они должны быть комнатной температуры, не холодные. Добавляем пол чайной ложки соли, перемешиваем. Сюда же вбиваем одно яйцо и еще раз перемешиваем. В миску насыпаем 150 граммов муки, если предпочитаете цельнозерновую, берите ее. В муку кусочками нарезаем масло, всего масла потребуется 35-40 граммов. Сюда же насыпаем пакетик разрыхлителя, у меня 10 граммов. И начинаем растирать масло с мукой руками. Масло должно растереться в мелкую крошку, тогда вам проще будет замешивать тесто. Будущее тесто пока можно отставить в сторону и нарезать зелень чеснока. Такой вот средний пучок, не очень много. Берите столько, сколько на свой вкус вы предпочитаете. Подсохшие края убираем. И зелень нужно нарезать мелко-мелко. Измельчили зелень, можно еще пройтись вот так вот. Берем мучную смесь, всыпаем сюда зелень. Сюда же добавляем нашу смесь кислого молока с яйцом. Берем удобную мешалку, перемешиваем. А дальше тесто нужно будет довести мукой до необходимой густоты. Примерно 150-200 граммов муки еще потребуется. Сейчас я досыпала 160 граммов муки. Посмотрим, что получится. Тесто должно быть мягкое, но такое, чтобы его можно было раскатать. Вот сейчас оно липкое, конечно. Добавляем еще муки. Еще 60 граммов добавила. Сейчас я уже чувствую, что лучше. Вымешиваем до однородности. Решила промесить тесто на столе руками. Вижу, что оно продолжает еще у меня прилипать. Поэтому еще немного муки на подпыл. И плюс эта мука уйдет внутрь. Видите, сразу становится лучше. И вот такой густоты достаточно. Видите, тесто уже послушное, не липкое. Ну, все вполне. То есть оно нежное, не забитое мукой. В то же самое время не прилипает практически. Ну, разве что чуть-чуть. Так, оставляем тесто полежать минут 10. Не забудьте накрыть крышкой. После того, как тесто у нас полежало минут 10, мы его вынимаем. Можно чуть-чуть его подмесить. Опять же, на тонком подпыле из муки. Много муки не сыпьте, она нам не нужна лишняя. Подмесили. И подготавливаем место для раскатки. Разделю тесто на две части. Берем кусочек, берем скалку и начинаем раскатывать в прямоугольный пласт. Толщина примерно миллиметров 5-7. Важное замечание. Пока я раскатывала этот пласт, я включила на прогрев сковородку с растительным маслом, потому что мы будем их обжаривать на масле. Сейчас нужно их разрезать. Можете резать ножом для пиццы. Мне удобно шпателем. Во-первых, он не повреждает поверхность стола и прорезает эффективно, быстро и ровно. На небольшие квадратики разрезаем. Сковороду я разогрела, уже очень сильный жар, и убавляю на минимум, чтобы слишком сильно не горели. Отправляем в масло. Смотрите, как они раздуваются красиво. Возьмите какой-то инструмент, который вам позволит их легко переворачивать. Переворачиваю на другую сторону. При желании вы можете нарезать такие же квадратики и испечь их в духовке. Конечно, на сковороде и в масле гораздо быстрее, но в духовке полезнее. Ну и когда у нас наши пышечки поджарились, можно выложить их на салфеточку, чтобы впиталось лишнее масло. Итак, продолжаем со всеми. Принимаюсь за вторую часть теста. Точно так же его нужно раскатать. Пока оно лежало, тесто немного расслабилось, поэтому делаем подпыл мукой и выкладываем тесто. Округлю тесто. И точно так же, как и первую часть, его нужно раскатать. Раскатала, разрезала так же, как и первую часть. И эту половину наших пышек я буду печь в духовке. Включила уже разогреваться духовку на 150 градусов. Укладываем с небольшим разрывом в расстоянии, примерно через сантиметр.
Разложила на пекарскую бумагу наши заготовки, взяла желток одного яйца, добавила чуть-чуть водички и смажу поверхность. Во-первых, так она будет румянее, во-вторых, она так лучше поднимется при выпечке. Как я уже сказала, духовка у меня разогрета 150 градусов на режиме конвекции, и выпекаться они будут очень быстро, минут 15. Все, отправляю выпекать. Достаем готовые пышки. Пеклись они у меня 20, а не 15 минут. И красиво зарумянились. Давайте смотреть, что же у меня получилось. Я уже, честно говоря, наломала, насмотрелась и наелась. Вот эти пышки, которые жареные. Смотрите, у них внутри вот такая пустота. При желании вы можете какую-то начинку даже положить. Очень нежные, мягкие, воздушные. Очень вкусные. Я такие пышки с удовольствием съела бы с борщом, с супом вместо хлеба. Печеные пышки больше похожи на печенье. Они мягенькие, но довольно плотненькие. Тоже имеют право на существование. Тоже мягкие, не такие воздушные. Более постные, хрупкие и тоже очень вкусные. И те, и другие нежно пахнут чесноком. На мой взгляд, получилось удачно. Выбирайте свой вариант, печеный или жареный. Пеките на здоровье, получайте удовольствие. И давайте с вами продолжать печь. Испечем еще много всего интересного. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мои видео.